В этом ролике рассмотрим процесс создания босс-бит в играх серии Naruto Storm. В основном расскажу про босс-битвы Наруто против Пейна, но также затронем и другие битвы, в которых используются различные методы анимации и работы с камерой. Приятного просмотра! CyberConnect 2 во время разработки Шторма 2 пересмотрели множество материалов франшизы Наруто и пришли к выводу, что анимация в игре должна соответствовать похожему стилю из аниме. Как вы слышали о термине Сакуга? Напомню, что Сакуга — это сцена из аниме, в которой происходит резкое улучшение качества анимации. Было предпринято множество попыток в поисках нового выражения в анимации и движения, и наконец сотрудники CyberConnect 2 постигли дзен, создав свое собственное направление — Ками Сакуга. Божественная Сакуга. На самом деле они так называют обычную рисованную анимацию, но иногда любят приписывать ее к своим работам. Ладно, переходим к битве Наруто против Пейна. Как вы видите на этом скриншоте, при нанесении ударом Пейна заметен 2D штрих, который подчеркивает анимацию взмаха удара, а также 2D вставка Наруто, уклоняющегося от этого удара. CyberConnect 2 это называют призрачным размытием, которое создается в фотошопе из содержимого 3D модели персонажа. Оставляя остаточное изображение, появляется серия анимационных эффектов. Его выражают в простой для понимания манере, чтобы показать быстрое движение персонажей. Роль остаточного изображения — это всего лишь дополнение движения. Если убрать остаточное изображение, то движение будет жестким и ощущение скорости персонажей пропадет. Теперь перейдем к другим босс-битвам Naruto Storm 2. В битве Наруто против Какузо, а именно в Quick-Time ивенте с боссом, можно заметить быстрое перемещение камеры, но при этом ракурс сосредоточен на Наруто и его Rasen Shuriken. Здесь по сути крутят саму арену, но при этом сама камера остается сфокусированной на Наруто. Сцена достаточно короткая, на это особо не обратишь внимания. Но вот в битве Наруто против Саски камера уже ведет себя по-другому. Из-за маленького пространства крутить саму арену уже не выйдет, поэтому здесь персонажи расположены в определенном радиусе, чтобы камера могла запечатлеть все основные ракурсы и движения персонажей. В битве Гары против Дейдара разработчики вдохновились одной из сцен в аниме под названием Macross Plus, вышедшее 27 августа 1995 года. Мне пришлось пересмотреть это аниме, чтобы найти ту самую сцену, которой вдохновились разработчики, и вот она перед вашими глазами. Как были реализованы пески Гары, которые нещадно преследовали Дейдару? Тут все просто. Во-первых, здесь реализовано движение камеры с самой арены. Так как пространства много, а значит можно крутить этим пространством как угодно. Во-вторых, сами пески были заданы заранее определенной траекторией полета. Они обозначены белыми линиями. И по этим белым линиям пески планомерно двигались по заданному маршруту. В-третьих, был использован эффект рыбьего глаза. В одной из сцен, где Гара использует свою песчаную технику, его рука, а точнее кость, настроена на масштаб, и по мере приближения руки к камере, кость увеличивалась, что можно увидеть на данном скриншоте. Такая реализация стала возможна благодаря новым поколениям консолей PlayStation 3 и Xbox 360. Спасибо всем за просмотр. Обязательно посмотрите мой предыдущий ролик по разработке Шторма 3, там тоже достаточно много интересной информации. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и по возможности спонсируйте канал.